Всем привет! Меня зовут Виктория. Мы находимся с вами в Хургаде. Вот уже скоро будет 2 года, как я живу в Хургаде, друзья. И сама я украинка, прилетела сюда с Украины, но последние 19 лет я прожила в Москве. Работала там тренером по пилатесу, по аэробике, можно сказать, вела только все, что только можно, все, что связано с фитнесом. И потом моя подруга мне в Украине купила путевку, вернее, сделала путевку, горящую путевку на 28 ночей. Я прилетела в декабре. За 28 ночей я привыкла абсолютно целиком, полностью. Я своим позвонила, говорю, дайте, пришлите мне немножко денег, пока я тут приживусь. Хочу остаться еще месяц, потом еще месяц, потом еще месяц. Потом я поняла, что я уже не смогу вернуться. И что я влюбилась в эту страну целиком и полностью. И что надо что-то предпринимать, чтобы остаться здесь жить. Скажи, а чем зацепила тебя эта страна и, в частности, этот город? Ну, наверное, я сама родилась в теплой стране. Ну, как бы Украина, центральная Украина, все равно там проходило мое детство, там тепло. Вот это, да? Вот как с ним бороться, так это? Ага. Все, да? Чем зацепило? Ну, наверное, в первую очередь море, тепло, солнце, ну вот постоянное солнце, каждый день солнце, хорошие овощи, фрукты. Не такие полуискусственные, какие я ела в Москве последние 20 лет. Люди улыбаются, как-то всегда в настроении, есть у них деньги, нет денег, настроение всегда хорошее. А ты одна прилетела? Я прилетела с ребенком, с Маркусом. Вы все можете смотреть мой канал, там все от начала до теперешнего момента, как все было. Было не страшно лететь в чужую страну и оставаться здесь навсегда с маленьким ребенком, одной женщиной? Ну, я прилетела как турист, и как бы там все понятно, да, тебя встречают, отвозят в отель, все как положено. Потом, значит, я в отеле познакомилась с людьми, которые жили в отеле, там можно снимать квартиру. Ссылку на этот отель я вам скину, оставлю под видео. И я просто, когда мое время истекло, 28 ночей, я сняла отель на месяц, потом еще на месяц, потом еще на месяц. И вот таким образом как-то я уже привыкла. Но когда я выезжала в город, конечно, мне было очень страшно. Я просила там одного друга, он сам дайвер, я погружалась с ним, я говорю, ты не можешь показать Шератон? Потому что я так переживаю. Когда он меня встречал, я хваталась ему за руку и вот так вот держалась и говорю, давай, идем, показывай мне Шератон. Шератон, Марина. И вот я полюбила вот Марину, вот места. Шаг за шагом я начала вот привыкать ко всему. Я поняла, что ну ничего же, люди живут, но можно же не только в отеле, есть жизнь. А жизнь вне отеля, она более натуральная, более живая, все по-настоящему. То есть ты несколько месяцев прожила в отеле? Да, 4 месяца я прожила в отеле. Дорого? Нет, $300, 300-250. А ребенок, какая у него здесь жизнь? Тяжело растить ли здесь ребенка? Есть ли здесь русские садики, нянечки, курсы? Ну, мне почему нравится Хургада, тут очень налажена инфраструктура. Здесь есть русские садики, очень много русскоговорящих людей, нянечки, всякие там желающие помочь без проблем, лишь бы были средства, чтобы расплатиться. Садики тоже разные, есть подешевле, подороже, но я все-таки склоняюсь к садику с иностранными языками. Вот, ему тут хорошо, море, полно фруктов всегда, в шортиках может бегать, только вот 3 месяца зимой там штанишки.
И я сама вот буквально, смотрите, вот мое счастье. Сидела после бассейна, вот Женя звонит, собственно, которая оператор в данный момент, говорит: Виктория, ты где? Мы же на 5 часов договаривались. Я говорю: еще сижу, не собрана. Она говорит: я иду к тебе, собирайся. И я вот пошла быстро в душ, вот у меня волосы мокрые, но я уже перед вами сижу и выступаю. То есть... Простота бытия. Да, здесь простота бытия. Вот я одела то, что мне вот ближе лежало ко мне. Абсолютно вот себя легко и свободно чувствую. Ты можешь круглый год ходить в одних шлепках, и это будет нормально вообще. Хорошо, расскажи, чем ты здесь занимаешься целыми днями? Ты работаешь, ты ходишь на пляже. Какой у тебя досуг ежедневный? Я, да, стараюсь себя занимать. Во-первых, я еще тренирую, я тренер. Все-таки здесь у меня основное занятие моя тренерская деятельность. Потом, ну как у меня утро начинается, ребенка в садик, потом пошли тренировки, потом у меня какой-то творческий процесс, делать видео или там работать с Инстаграм, а потом что-то хочется почитать, послушать для мозга новую информацию. Тут уже где-то надо уже сына забирать с садика, потом еще какая-то личная жизнь чуть-чуть, и вот как-то вот так и проходит день. Тут, кстати, день проходит незаметно, но я встаю рано, чтобы себя... Даю задание. Вот что я буду делать завтра, план. Если здесь не давать задания и не жить, то здесь можно немножечко потеряться. Почему? Потому что здесь город туристический. Здесь люди приезжают отдыхать. И у тебя вот это ощущение отдыха, оно есть. Ну, тусовка же вокруг, да, тем более я живу возле Мамши. Постоянно музыка, постоянно такой драйв круглосуточно. И тебе покажется, что ты тоже на отдыхе, но на самом деле ты же не на отдыхе, надо же делами заниматься, потому что если ничем не заниматься, то просто потихонечку падает интеллект, и ты такой становишься с приветом, типа все хорошо, а что хорошо? Ну, вот такой вот, понимаете, мозг. Я вообще считаю, что наш организм, он создан для серьезных психологических и физических нагрузок. То есть отдых – это маленькая часть нашей жизни. Именно ставить задачи, двигаться к мечте. И только в этом случае, друзья, жизнь дает энергию. Отдыхать можно просто в смене деятельности. То есть вот вы там сварили кушать, поубирали, выступили на Ютубе, встретились с друзьями, пошли котов накормили. Это хобби египетских наших людей тут, кормить котов, потому что их очень много, и они голодные. Ну вот как-то так. А дорого жить в Египте? Ну, как сказать, можно прожить и на $150, если готовить, я имею в виду на еду деньги. Ну, это если готовить самой, там, покупать и готовить и так далее. Ну, а если еще питаться в ресторанах, там, в кафешках, то плюс еще 100. Ну, $200-250. Это на питание, кроме оплаты за квартиру. Расскажи, а на садики, на развлечения для детей ходит какая-то денежка? Ну, садик, да, садики стоят от $100. Ну, такие более-менее приличные, с едой от $100. А также, друзья, я очень активно развиваю свою страницу в Инстаграм. Каждый день я выкладываю кучу разных видео в подробностях о своей жизни. Поэтому переходите, ссылку я оставлю под видео, подписывайтесь. Также ставьте комментарии. Также пишите, что бы вы хотели увидеть. А я буду стараться, в свою очередь, делать интересные сторис, интересные фото и видео. Это Маркус, смотри. Скажи всем привет. Привет. Здорово. Приветик, Маркус. Сколько тебе лет? 4. Ты уже взрослый такой. А ты знаешь, где ты живешь? Да знаю. Где? Лучше я в Москву живу. А сейчас где ты живешь? Где мы с тобой сейчас находимся? В Египте находимся? А город знаешь, как называется? Не знаешь? А ты у мамы спроси. Ну как это год называется? Да, Маркус. Хургада. А тебе здесь нравится? Тебе здесь весело жить?
А Нечего. друзья у тебя есть? Вообще нету друзей? Да нету. Ну подожди, а с кем ты только что в бассейне плавал? Так в бассейне там бивала округи и даже еще. А в детский садик ты ходишь? Ходю. Тебе нравится туда ходить? Да. А чем вы там занимаетесь? Да я там кушал. Опять кушал. И все, приходишь, кушаешь и уходишь? Да. Вообще все, больше даже не играете с детками? Да играю с детками. А во что вы играете? Да я играю там белка, но